Привет, друзья! Джейсон снова на связи. Продолжаю тематику мини-корпусов на канале. И сегодня у меня на обзоре максимально строгий, компактный мини-Tava корпус 2E Gaming Kaleo GB701. Если посмотреть на e-каталоге подборку по тем мини-корпусам, которые имеют в наличии 3 предустановленных вентилятора, то о двух верхних моделях от TechWare я вам уже рассказывал. Кстати, если не смотрели, ссылочки на них будут в описании под этим видео. А третьим идет как раз герой сегодняшнего обзора. Как видно, стоимость его на данный момент в среднем составляет 1189 гривен. В американских долларах это почти 45, а в рублях 3320. Начну по старинке с габаритов корпуса. Длина 370, ширина 207, высота 393 мм. Сверху нас встречает противопылевая сеточка на магнитах. Под ней находятся крупные вентиляционные отверстия в виде пчелиных сот и места для установки двух 120 мм вентиляторов. По правому краю расположились один разъем USB версии 3.0, два разъема версии 2.0, разъемы для подключения микрофона и наушников, кнопка перезагрузки, индикаторы питания системы и активности накопителей, а также кнопка включения. Длина кабелей достаточная для удобного подключения к материнке всего вышеперечисленного. Более чем 2/3 передней панели – это металлическая сетка, через которую и происходит забор воздуха внутрь корпуса. Еще дополнительные отверстия присутствуют с обеих сторон пластиковой рамки. Крепление панели стандартное. Между сеткой и рамкой зажата противопылевая сеточка. Для ее очистки рекомендую пользоваться пылесосом, который умеет работать на выдув, или баллончиком со сжатым воздухом. Из коробки на шасси корпуса уже предустановлено 3 фирменных вентилятора. 2 120-ки на передней части и еще одна на задней. Все они обладают яркой ARGB подсветкой. По информации с наклеек они выполнены на гидродинамическом подшипнике. Скорость вращения не указана. Длина кабеля примерно 50 см. Разъем подключения 6-пиновый. И вот тут, как по мне, начинается самое интересное, так как я впервые вижу в корпусе ценой $45 3 ARGB вентилятора плюс полноценный контроллер, да еще и с беспроводным пультом DU. Но давайте я быстренько пробегусь по остальным характеристикам корпуса, а затем уже более детально расскажу о возможностях контроллера и пульта. И поверьте, там есть про что рассказать, так что не переключайтесь. Итак, в общей сложности спереди можно установить 3 120 или 2 140 мм вентилятора, а также поддерживается установка радиатора SGO на 120 или 240 мм. Задняя часть корпуса имеет стандартную конфигурацию. Справа от отверстия под заглушку для материнки располагается посадочное место под один 120 мм вентилятор или радиатор SGO. Заглушки на отверстиях для крепления видеокарты или периферии несъемные, их нужно будет выламывать. Прижимная планка присутствует, но она здесь выполняет декоративную функцию. Крепится к корпусу 2 винтами. Отверстия для крепления блока питания позволят его здесь закрепить только вентилятором вниз. На нижней части расположены 4 квадратные пластиковые ножки с небольшими мягкими вставками. Высота ножек 14 мм. Под блоком питания предусмотрен небольшой пылевой фильтр. Под ним расположились крупные вентиляционные отверстия. Ближе к передней панели здесь имеются отверстия для крепления изнутри одного 2,5 или 3,5 дюймового накопителя к шасси корпуса. Левая панель – это слегка тонированное закаленное стекло толщиной 4 мм и размерами 277 на 324 мм. Крепится на 4 винтах, которые имеют резиновые проставки в местах соприкосновения со стеклом. В местах крепления стекла к корпусу используются резиновые втулки. Блок питания закрыт кожухом. Сверху имеется вентиляционные отверстия и места для установки пары 120 мм вентиляторов. Вот эти 4 отверстия здесь предназначены для крепления одного 3,5 дюймового накопителя с внутренней части кожуха. Также есть 2 отверстия для кабель менеджмента. Расстояние от передней панели до начала верхней части кожуха 60 мм. Корпус поддерживает установку материнских плат формата Mini ITX и Micro ATX. 6 стоек для крепления материнки уже находятся на своих местах, еще 2 лежат в пакетике с комплектным крепежом. По моим замерам, кулер для процессора сюда можно установить высотой до 160 мм, хотя производителям указывается, что поддерживаются кулеры высотой до 150 мм. Свободного места для видеокарты 320 мм. Для удобства видеокарту длиннее 300 мм я бы сюда не устанавливал. Для укладки кабелей за задней стенкой поддона материнки предусмотрено от 15 до 20 мм свободного пространства. Правая панель ровная, с внутренней стороны имеются ребра жесткости. Крепится на 2 винта с пластиковыми накатанными головками. Толщина металла панели, а также шасси корпуса 0,5 мм. Закрепить 2 3,5 дюймовых накопителя можно вот так, и в таком варианте свободного места под блок питания здесь 150 мм, но это прямо впритык. Поэтому для удобства в таком случае лучше, чтобы длина блока питания не превышала 140 мм. Если же верхний накопитель убрать, он, кстати говоря, крепится через резиновые проставки, то место под БП уже будет 205 мм. Ну а если и нижний накопитель убрать, то тогда можно использовать практически всю длину нижней панели. В месте установки блока питания демпфирующие проставки отсутствуют. 2 2,5 дюймовых накопителя можно разместить на поддоне для материнки. Еще один, напомню, можно разместить на нижней панели.
Отверстия для кабель менеджмента везде, где нужно, завальцованы. Выступы с отверстиями для крепления кабелей стяжками присутствуют. С технической информацией по корпусу все. Давайте разбираться с контроллером. Итак, здесь имеется 10 шестипиновых гнезд для вентиляторов и 2 трехпиновых гнезда для подключения светодиодных лент. Вот эти надписи здесь не соответствуют разъемам, но в этом я не вижу ничего страшного. Вентиляторы в них работают, я проверил. Питание контроллер получает от БП через разъем SATA. Длина кабеля 40 см. Вот сюда можно подключить кнопку перезагрузки, и тогда эффекты подсветки можно будет переключать не только пультом ДУ, но и соответственно кнопкой на корпусе. Есть возможность синхронизации и управления подсветкой с помощью совместимой материнской платы через вот этот переходник. Для этого она должна поддерживать колодку плюс 5 вольт. Длина переходника 60 см. С помощью пульта ДУ можно выключать и включать подсветку. Менять скорость эффекта. Менять эффекты в автоматическом или ручном режимах. А также выбирать фиксированный цвет. В таком режиме кнопки изменения скорости эффекта будут регулировать яркость. Также пультом можно регулировать 3 скорости вращения вентиляторов. Условно скорость можно назвать максимальная, средняя и минимальная. Радует то, что даже на максимальной скорости вентиляторы остаются весьма тихими. Но это еще не все. Нажав на понижение скорости 4-й раз, можно полностью остановить вертушки. И это, как по мне, чертовски крутая и полезная фишка данного пульта и соответственно контроллера. Но и это еще не все. Возможно, вы обратили внимание на вот эти отверстия в контроллере. Так вот, это не что иное, как микрофон. А на пульте есть 3 кнопки, с помощью которых можно включить функцию распознавания голосовых эффектов. И работает это вот так. 1, 1, 2, 3. Ишь ты, шайтан, машина какая. Второй режим. Проверка микрофона. Как слышно. Ну и третий режим. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Во как умеет. Первый раз такую штуку вижу в контроллере. Ну и понятное дело, можно, к примеру, под музыку это все включить. По ходу сборки у контроллера выявился нюанс. Он не запоминает настройки после выключения ПК. То есть после нового включения системного блока подсветка будет в режиме авто, а скорость у вентиляторов будет максимальная. Еще раз повторюсь, хорошо, что вентиляторы на максималках работают достаточно тихо. И чуть не забыл сказать, контроллер приклеен к поддону для материнки на двухсторонний скотч. В общем, подводя итог всему вышесказанному, корпус и его комплектация меня порадовали, и я считаю, за $45 он станет весьма неплохим приобретением для сборки компактного, мультимедийного или игрового ПК. Как всегда, интересно узнать ваше мнение, поэтому милости прошу в комментарии. Ну а найти и правильно подобрать корпус можно на e-каталоге. Здесь подбор не только по названию бренда и типу материнской платы, но еще и по очень многим критериям. Если же вас заинтересовало несколько моделей, то здесь есть возможность их сравнить. Ну а на этом у меня все. Актуальные цены на данный корпус найдете в описании под этим видео. Всем хорошего настроения. С вами, как всегда, был Джейсон. До скорого!